Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я вас приветствую, добро пожаловать! Сейчас мы с вами сделаем чистку-отливку, и, как я и обещала, сегодня в конце мы поставим защиту. Защита будет работать месяц. Если вам кто-то говорит, что можно поставить защиту там на год или на 3 года, вы просто, мягко говоря, не верьте этому, да? Потому что для этого надо, просто человеку придется столько сил отдать, что это того не стоит. Легче просто провести потом еще одну чистку и снова поставить защиту через время. Итак, дорогие мои, сейчас у нас будет отливка, после которой, как я уже и объявила, будет у нас ритуал, когда мы поставим защиту. Настройтесь, думайте о себе. Смотрите, если вы хотите чистить кого-то, то приготовьте, положите рядом фотографию, можно на телефоне, можно бумажную, какая у вас есть, скажем так, да. В данном ритуале, в данном обряде ваша вот эта фотография должна находиться слева от свечи, то есть слева от экрана, вот здесь где-то, да, по вашу левую руку. Ну что, и мы начинаем, дорогие мои. Посмотрим, что сегодня нам скажет свеча и дальнейшее развитие событий. До конца, конечно, посмотрите. И обязательно поставьте этому видео лайк. Подписка обязательно с вас. Это, знаете, как такая мини-пожертвование, да, для того, чтобы ритуал сработал. Это для вас. Потому что мы знаем, что за все в жизни надо платить. Для развития канала мне нужны ваши лайки. И вот именно об этом я вас попрошу, да. Нажать пальчик вверх и подписаться. Это бесплатно, и это наше с вами взаимодействие на канале. Ну что, мы начинаем. Если не приготовили фото, нажмите на паузу, да, приготовьте фото, а потом, пожалуйста, включите снова. О. Так. Какое-то очень большое решение будете вы принимать. И вот вижу, такой момент будет, когда вы не сможете ни с кем посоветоваться, потому что здесь только вы можете принять это решение, и никто вам не советчик. То есть нужно прям вот сесть, как говорится, и поговорить самой с собой. Что я хочу от этой жизни? Например, а хочу ли я быть с этим человеком? Я действительно этого хочу? Или это просто обстоятельства и так далее? Вот какой-то важный жизненный выбор, когда вы должны разобраться прежде всего сами с собой. И тогда уже сделать выбор. Так, работа идет. Смотрите, у кому-то идет трудная работа. Прям вот тяжело, морально либо физически. Но, во-первых, она, скажем так, доходная. То есть вы хорошо заработаете, это первое. А второе, то, что вот эти вот трудности, это не навсегда. Это просто будет какой-то период продолжаться. В дальнейшем как-то будут идти перемены, изменения. То, что вам будет легче. Смотрите, как коптят свечи. Чистимся, да, дорогие мои? Так, поэтому без страха и упрека, да, особенно если искали работу, что-то нашли, не совсем то, что вам хочется, все равно берите это в ваши руки. Вы со временем найдете что-то лучше. А сейчас это тоже будет ваша помощь и подмога. Так, пожилая женщина в годах, одиноко сидит дома, как смотрит в окно, все время ожидает, я так чувствую, дорогих гостей, может быть, детей. У них все нет времени, все они заняты, а время идет, и жизнь идет. И тут такое вот огорчение, да, такое какое-то ощущение, что никому как не нужна, знаете. Я вам хочу сказать, что ваши дети любят вас. Но действительно, вот молодость не дает им вот осознания, да, насколько время быстротечно. Очень скоро на вашем пороге будут родные ваши, люди, которых вы ждете. И более того, тут еще идут что-то важное для вас. И, кстати, дорогое привезут. Но это может быть что-то для вашего дома, то есть, или для вас лично, вот что-то какое-то. Я причем не вижу, что это будет обязательно какой-то праздник, там юбилей, либо что. А просто приедут и с собой привезут что-то очень такое приятное для вас. Дорогостоящее тоже. Вы, конечно, будете думать, ну вот, да, привезли, что-то там купили, да, спасибо, но лучше бы вы чаще приезжали. Такова жизнь, особенно если далеко, большое расстояние, да, много работы, дети и так далее. Все это трудно. На самом деле очень нежность вижу большую вокруг этой женщины, то есть точно вас очень любят.
Вот так вот. Жизнь устроена, да? Мало находят время. Так, мужчину вижу. Вечно недовольный, лицо вечно недовольное, все ему не так, все ему не то, все ему невкусно, что приготовила женщина, да. Погода всегда плохая, а даже если хорошая, то плохая. Все соседи никуда не годятся, да. В общем, такое чудо. А сам какой-то бездельник. Я вот вижу, как он показан, да, в какой он фигура у него. Он просто вообще ничего в жизни-то и не достиг. Вы знаете, это у него идет такая компенсация. Сам ничего не умеет, не может, ничего не значит в жизни. И давай поливать всех вокруг. Я вот вижу, что женщина, надоело ей-то это терпеть и слушать. Тут женщина будет делать шаг в сторону от этого человека. Буквально уходить. И не в вакуум, не на пустое место, скажем так. Вам идет знакомство с очень интересным мужчиной. Действительно живой, интересный, юморной, знаете, с которым вот просто вот будет вам комфортно с этим человеком. И комфортно общаться, и комфортно в постели, комфортно вообще жить. И вот ваш человек идет, понимаете? А вот это вот чудо какое-то останется с носом. И вы даже потом посмотрите, насколько он долго будет один, а может быть даже и навсегда. Что вы будете думать, боже мой, даже никому не пригодился. Вот такое вот муму, скажем, да. Так, дальше идем. Входит в свою силу какая-то женщина. Вы очень цените, любите себя и уважаете. И если к вам вы чувствуете какое-то не то отношение, как вам хотелось бы, вы просто разрываете такие отношения. Вот, вы слишком независимы, да. Вы чувствуете тонко-тонко, как должно быть вот в отношениях у вас. И вот возле вас мужчина, вы либо уже вместе, либо вы встретите такого человека, который вас поймет, который вас прочувствует и даст вам все, что вам необходимо. Вот что вы хотите от мужчины, от отношений. Вы с ним будете просто расцветать и входите в свою силу, понимая, да, что наконец-то вот вас ценят. И он достойный очень человек, понимаете? То есть вы пара просто идете. Но вижу, что позади у вас такое сердечко немножко поранено. То есть вы какой-то пережитые трудные довольно-таки моменты были связаны с мужчинами. Но здесь еще может быть даже не только с мужчинами, как любовные отношения, но такое ощущение, что с отцом тоже какие-то были проблемы. Вот либо он был очень строгим, да, либо пытался как-то подавить волю. Ну, в общем, такое ощущение, что как из детства идет, вот, знаете, такое вот, что я отстаиваю свое достоинство, и никто никогда не посмеет, скажем так, да, унизить меня. Вот такое вот ощущение. И вы ищете именно человека, который будет ценить, уважать и ваши достоинства, и вообще других людей. То есть человек просто вот, у которого нормальное какое-то развитие, понимаете? Вот. Ну, до этого были моменты, когда не такие люди вам встречались. А сейчас вот идет человек именно такой, как вам надо. И очень я за вас рада. Так, идет исцеление у кого-то. Так вы долго с чем-то боролись. Не то чтобы там, допустим, это было хроническое, вот, может быть, искали методы, да. Вот что-то как-то тянулось долго. Либо, знаете, когда поздно, допустим, обратились, думали, само пройдет, да. И потом из-за того, может быть, что поздно обратились, как будто долгое лечение, что ли, было. Вот. Либо искали доктора хорошего. Ну, такое вот что-то. И идет исцеление. Причем я вижу фигурка, ну, такая вот чистая. Я вижу, что у вас будет полное исцеление. Даже если вы не верите в это. Даже если вам это говорят все, что так не может быть. Это будет. Вы будете полностью здоровы. Вот. Все факторы сойдутся. Как говорится, звезды на небе станут так, как надо. Вот. Кто-то ожидает, ждете вы какие-то документы важные для вас. И эти документы, они вам откроют какие-то двери, какие-то дороги. И вот вы уже нервничаете, да, придут, не придут. И вообще, что вам там скажут, да, нет, да, вот какие-то, может быть, вам разрешения, что ли, нужны. Да, скоро, очень скоро вы получите этот пакет документов, и вы сделаете в жизни, скажем так, реализуете то, что вы задумали.
с этими документами, да. Может, кто-то бизнес свой начинает, вам нужны были разрешительные документы. Может, кто-то где-то уезжает, переезжает и так далее. Может, продаете что-то, вот, получаете что-то в конце концов. Идут большие перемены, все, что вы задумали, у вас получится и сбудется. Скоро-скоро вы получите эти бумаги. Радости будет, вижу, много. Так, идет женщина, капюшон одела, прячется. Как это вообще, знаете, как средневековый такой наряд на ней. Вот длинное что-то с капюшоном. В руках несет. Что-то такое, жидкость какую-то. Приходит как на перекресток, выливает эту жидкость, что-то вот сыпет вокруг, что-то говорит. Конечно, это показан элемент, когда кто-то магичит. И сейчас тут знаете, что важное предупреждение, чтобы вы в эту воду или вино, что она там выливает, и в эту, по-моему, мука или соль, вот так вот она сыпет по кругу, не вступили. Пожалуйста, на перекрестках хорошо-хорошо смотрите. Если видите прям вот перекресток, да, и по центру какую-то вот следы какой-то работы, ну, эту активность же видно, да, если там что-то лежит, особенно так замысловато, там кругами или еще как-то, или что-то лежит, прям кричит, сигнализирует, да, подними меня. Конечно, не поднимайте. И вообще так, скажем, обходите все эти странные места, чтобы к вам не прицепилось то, что, возможно, кто-то просто сбрасывает. Вот лишь бы на кого сброшу и вот так вот. Так, вот мы с вами только что сделали такую отливочку. И сейчас я не буду здесь рассматривать, что именно, потому что я сейчас нажму на паузу, вы не заметите, мы сейчас еще выльем сюда воск, рассмотрим его и ставим защиту. Поняли? Потому что так я запланировала сегодня. Секундочку, вы ее не заметите. Я нажимаю на паузу. Итак, дорогие мои, вот наш воск, который мы сейчас выльем. Какие козни кто к вам делал? Сейчас будем смотреть, какие действия от других людей, что было. Так. Ой. Ну что, хорошие мои, сейчас будем рассматривать, что нам воск скажет, куда вы попадали, какие люди вам негативили в вашу сторону, что вообще в вашей жизни происходит. Воск застывает, это будет быстро. Приготовимся, сейчас можем поверху почитать еще. И в конце потом будет у нас... Закрепим, так сказать, результат, поставим защиту. Не забудьте сейчас, вот кто еще не сделал этого, нажмите на подписку и поставьте лайк этому видео. Реально это важно. Так, уже оторвалось, хорошо. Немножечко ждем. Ну что здесь вижу? Вот два лица отвернулись, мужское и женское. Между ними, вот видите, насыпано чего-то. Чего-то насыпано, такого колючего. То есть это в какие-то отношения вмешательства, дорогие мои. Видите? Мужское лицо и женское. А здесь вот какая-то гадость. Это могут быть и иголки, и какие-то колючки, и, скажите, косточки какие-то, рыбьи косточки, например, лезвия и так далее, да? Колючие какие-то предметы заговоренные. Вот что такое было насыпано? Может быть, перед входом в ваш дом, если в частном вы доме живете, либо под дверью, может быть, когда-то что-то находили, либо, знаете, может быть, находили иголки, которые вот в вашу дверь входную там или около вот воткнуты, да, потому что здесь четко идет, смотрите, вот глаз, да, здесь тоже вот он глаз, вот нос, вот идет женское лицо. Так, женщине еще сделано что-то такое женщине, чтобы она все время ходила с квадратной головой. Смотрите, чтобы голова болела, гудела, было плохое настроение, плохое самочувствие. Плюс, чтобы было недоверие к мужчине, да. Вот это вот все сделано. Хорошее не слышит, не замечает женщина от мужчины. И только все в 10 раз увеличивается, если он сделает какую-то вот ошибку. Вот такое вот идет. Так. Мужчине сделано, чтобы он, как вам сказать,
все время отвлекался на других женщин, чтобы вот он смотрел, смотрите, какие глаза, прям вылупленные, видите, такие вот, как огромный, такой, как вылезет сейчас этот глаз. Это вот чтобы засматривался на других женщин сделано. Так, ну-ка, дорогие мои. Ой, а тут мама моя. Пусть сейчас оно еще, потому что горячий воск. Так, будем смотреть, что здесь у нас. Очень много узлов. Очень много узлов, которые связаны между людьми. Для того, чтобы люди не могли эти узлы ни развязать, ни разрубить. Понимаете, но разрубить тоже после того, как разрубите, будут ли отношения, да? Очень много ситуаций, когда люди, безвыходность какая-то идет. Вот ухо вижу, как кто-то подслушивает, чьи-то, вы знаете, кто-то подслушивает, а затем, давайте будем смотреть. Я сейчас так вот можем сделать. Секундочку. Так. Так, давайте будем смотреть. Это важно, в конце концов. Так, вот вижу, сделан такой, знаете, как колодец искусственный, чтобы все время деньги туда улетали. Вот как в пропасть, как в трубу улетают деньги. Сколько бы ни заработали, понимаете, либо что-то ломается, либо кто-то болеет, либо просто реально там украли, потеряли. Вот как будто чтобы никак не задерживались в этой семье деньги. Это сделано все. Это мы все сейчас будем чистить, дорогие мои. Этим мы с вами и занимаемся. Так, дальше. Очень много вижу ушей. Это подслушано, подслушано. Люди подсматривают, подслушивают. Здесь вот даже вижу, знаете, какое? Человек произвел какое-то действие негативное, вот, ну, помагичил что-то, да, а теперь ходит, высматривает свой результат. Есть ли результат, да, есть ли ссоры, там, допустим, или какое-то ухудшение для того, чтобы, может быть, люди поссорились, расставались или в этом роде что-то. Так. Не приготовила тарелочку, прошу прощения, да, плоскую, ну ничего страшного. Так, вот четко идет, смотрите, крыша дома, видите? Чтобы под этой крышей, в этом доме, смотрите, что творился бы, какой бы хаос. То есть ссорились люди, на рассорке сделано. Здесь есть цифра 7. Вот. Во-первых, это цифра семьи четко, то есть на раскол семьи сделано, на то, чтобы ссоры были, негатив был. И тоже обратите внимание, если у кого-то есть цифра 7 на номере дома, либо номер квартиры, это тоже может показывать, что вот вы можете даже не подозревать, допустим, а вам на ваши проблемы есть вот такой вот негатив. Так, секундочку. Так вот будет лучше, а то везде вода попадала, да, и течет, и течет. Так, дальше давайте будем смотреть. Так, стоит человек, смотрите, вот он. Вот стоит человек, опустил голову, не может зайти никуда. Везде двери закрыты. Ни в дом, не найти любимую, не найти работу хорошую. Может быть, даже в свой родной дом зайти не может по каким-то причинам. Потерял, может быть, человек свой дом. Все закрыты дороги. Это мы сейчас все будем чистить и ставить защиту, дорогие мои. Но защита будет месяц. Я говорю, что на дольше мы... Это все не делается на дольше, оно просто не удержится. Мы можем объявить, что мы делаем на 3 года, но мы же понимаем, что оно не удержится. Так, дальше что? Змеи идут просто, вот смотрите, клубки змей. Это очень похоже на то, что вот коллектив. Те, кого это касается, вы это понимаете. Вы идете на работу, вам на работу идти не хочется, потому что там все время какие-то сплетни, что-то вот такое происходит очень неприятное. Очень много клубков змей здесь вижу. И вот они отравляют вам жизнь. Здесь даже, я не скажу, что обязательно магические работы, да, но люди просто настолько негативные, негативят и просто отравляют жизнь, отравляют человеку существование. Вот молодая какая-то девушка идет. Полностью ножки
обвязаны этими вот как нитками, как змеями. Это перекрыта дорога к любимому человеку. То есть кто-то перекрывает, магичит, чтобы не могли вы встретиться, либо чтобы мужчина отвернулся, разлюбил, либо в принципе, чтобы вообще не встретила, да, свою половиночку. Это все мы сегодня уничтожим, дорогие мои. Мы же для этого здесь собрались, поэтому давайте посмотрим, что тут у нас. Так, давайте посмотрим тут, на чем работали. Вижу очень много вот косточки. Косточки животных, косточки рыбы, грибы вижу. Вода, вино, это понятно. Ой, боже мой. Боже мой, что тут делается? Так, огонь, свечи. Вот такая была работа. Вот сижу женщину. Вижу, что женщина сидит. Вот сидит женщина, видите? И вот что-то читает, а потом жжет. Читает, а потом жжет. То есть это идут какие-то шепотки, какой-то негатив вокруг. Вообще дама, которая сеет вокруг себя все время негатив. И у нее дома беспробудный бардак. Это может быть, там, я не знаю, знаете эту даму по работе, или соседка какая-то, или живет, например, в вашем городе или в вашем селе такая дама, о которой вот ходят слухи, да, что она там что-то магичит. Ну, так оно и есть. Так, на ней буква «Л» перевернута. У нее самой когда-то отняли любовь. У нее даже, может быть, не было ни мужчины, ни мужа. Либо был уже, но отняли. И вот она себе такую ненависть как бы разожгла в своей груди на целый мир. И вот человек с удовольствием вот делает гадость. Вот здесь человек, вот черная магия, занимается черной магией. Л перевернута, как никто ее не любит. Либо вообще одинокая, когда нет у нее там ни детей, ни мужчины. Никто не любит. И вот она транслирует вот эту свою обиду на мир таким образом. Так, смотрите, вижу некоторое влияние, да, магическое, но не пробилось, не дошло до адресата. Вы чем-то, кем-то защищены, у вас есть какая-то защита от мироздания, от ваших ангелов-хранителей. То есть очень мощный был посыл, но не долетел. Отлично, что мы его сейчас чистим, но у кого-то есть очень даже сильная защита, и вы, может быть, ее чувствуете. Вам могут сниться сны, вам может приходить в сон там ваша бабушка, ваша мама у кого-то, да, и, может быть, какие-то делать знаки, что она вас оберегает, либо напрямую говорить. То есть вот есть, я вижу, человек, либо люди, здесь же не один человек меня смотрит, да, которые все-таки под такой тоже очень хорошей защитой вашего ангела-хранителя. Либо у кого-то есть несколько ангелов-хранителей. Я это уже в каком-то видео рассказывала. Так. Посмотрим еще, что мы тут увидим. Вот здесь вижу, смотрите. На что порча? Сидят люди у костра, старшие, младшие. Вот чтобы не было дома своего угла, чтобы не было. Чтобы постоянно какие-то скитания. То там живут люди, то там куда-то переезжают. Никак не могут либо заработать на что-то свое, либо вообще где-то задержаться. Когда, знаете, вот прям нету места, нету пристанища. Все время куда-то надо бежать, куда-то ехать. И здесь вот и стар, и млад. Видите, и молодые, и постарше. Даже вот может быть и такой, как новорожденный ребеночек здесь показан. Так, здесь также вижу, вот у кого-то идут лечения по-женски, это тоже, но это идет вообще история как по роду. То есть, возможно, в вашем роду женщины, вот как бы многие, ну не скажу прямо все, да, но как-то лечились и с трудом, например, рожали деток, там надо было все время лечиться. Здесь вот идет такая вот родовая прямо порча, мы ее сегодня будем убирать, дорогие мои. Так, и будем сейчас идти уже ставить защиту. Чуть-чуть мы тут раскрыли, да, посмотрели. Так. Смотрите. Вот на головные боли, видите, мозг. На головные боли кому-то сделано. Вот чтобы все время человек страдал, как мигренью. Также вот идет мужчине на, скорее всего, тут или вот яички, да. Это тоже тогда проблемы с детками. С беременностью у женщины, если у мужа такое.
Вот, или это мочевик, мочеточники. Вот какие-то такие проблемы тоже тут насланные есть. Это мы все будем сейчас убирать, дорогие мои. Так, и вот здесь вижу, когда человек все время идет не туда. Даже перед ним открыта дорога, а он все равно выбирает самую худшую дорогу. Это тоже влияние, чье-то влияние, дорогие мои. Вот так к такому приводит. Вы видите, что мы тут с вами насмотрелись? Так, секундочка. Так, все посмотрели. Ужас-ужас, да, девчонки? Ой, прошу прощения за эти звуки. Это все назад. И мы сейчас с вами поставим защиту. Мы все это вылили. Я все это со специальным ритуалом аннулирую. Вот. Так, а сейчас мы будем делать защитный ритуал. Так, смотрите, берем фольгу. Вот это мы ее сейчас выстилаем. Я потом возьму это, чтобы не брать в руки. Так. Угу. Сейчас, мои хорошие, сейчас мы проведем с вами ритуал. Ставим защиту сейчас. Думайте не только о себе, а о тех людях, которым вы хотите эту защиту поставить. Пожалуйста, думайте о них. Я понимаю, что, наверное, я думаю, что приготовили фотографию. Вот. Но, тем не менее, думайте. Так. 4 стороны света, 4 свечи. Так. Так, секундочку. Так, а теперь, дорогие мои, слушайте внимательно. И после просмотра, пожалуйста, повторите еще то, что я скажу. Прямо вот я напишу под видео вот эти слова, которые я буду говорить, этот заговор. И вы просмотрите несколько раз, 3 раза минимум, да, то, что я скажу. И тоже повторите. Прям вот читайте и повторяйте, как бы слово в слово. И вот так мы проведем с вами вот эту защиту, которую мы сейчас ставим. Итак, запираю и запечатываю твое, называйте имя человека, а если ваше имя, то говорите ваше имя, твое, например, там Андрея, тело, сердце твое, ум и разум твой от худых дел, от злых людей, от колдуна и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, от змея скородела, от ужа ползучего, от огня кипучего, от острого серпа, от пламени, чтобы ты, имя человека, говорите, был здрав и невредим, и во всех путях, и на всех дорогах, в чистом поле, в зеленом лугу, в дремучем лесу, и в своем дому, и в чужом дому, слова мои крепки да липки, крепче камня крепкого, тверже твердого булата, отныне и во веки вечные именно. Я повторю 3 раза, вы сделаете то же самое, да, после того, как просмотрите видео. Запираю и запечатываю твое тело, сердце твое, ум и разум твой от худых дел, от злых людей, от колдуна и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, от змея скородела, от ужа ползучего, от огня кипучего, от острого серпа, от пламени, чтобы ты, имя человека, был здрав и невредим, и во всех путях, и на всех дорогах, в чистом поле, в зеленом лугу, в дремучем лесу, и в своем дому, и в чужом дому. Слова мои крепки да липки, крепче камня крепкого, тверже твердого булата, отныне и во веки вечные именно.
Запираю и запечатываю имя человека, твое тело, сердце твое, ум и разум твой от худых дел, от злых людей, от колдуна и от колдуньи, от ведуна и от ведуньи, от змея скородела, от ужа ползучего, от огня кипучего, от острого серпа, от пламени, чтобы ты был здравый и невредим, и во всех путях и на всех дорогах, в чистом поле, в зеленом лугу, в дремучем лесу, и в своем дому, и в чужом дому. Слова мои крепки да лепки, крепче камня крепкого, тверже твердого булата, отныне и во веки вечные именно. Сейчас мы с вами сделали вот это все, запечатали, поставили защиту на месяц. Когда попалось вам видео, либо вы захотели посмотреть, да, вернулись там через месяц, через 3, через год, включили, посмотрели, на месяц начинает работать. Без разницы, когда попалось вам это видео, процесс работает. Дальше, если у вас здесь сейчас стоит фотография, как я и говорила, вот бумажная, да, желательно после конца ритуала положить эту фотографию в белый конверт минимум на 3 недели, и пусть она там, скажем так, хранится. Через 3 недели конверт сжечь нужно и развеять вот этот пепел по ветру. Так, я вам просто поделюсь, да, что на следующий день после постановки защиты, да, до полудня, вот этот, что агарок останется от этих свечей, я закопаю в землю, либо нужно отнести в церковь и кинуть в ведерко, где огарки свечек бросают. Так, и, внимание, если защиту себе проводите, да, то, конечно, вы говорите, да, свое имя можно, кстати, не называть, а просто говорить: запираю и запечатываю мое тело, мое сердце, мой ум и разум мой от и злых людей и так далее, и так далее. Поэтому тут смотрите, смотря к кому эта чистка будет обращена. Итак, дорогие мои, мы с вами провели наши ритуалы. Призываю вас, конечно, очень будет хорошо, если вы что-то пожертвуете, кому вы пожелаете нужным. Я не говорю обязательно мне, моему каналу. Кому-то сделайте какую-то жертву. Это очень будет хорошо для того, чтобы это классно работало. Да? Благотворительную какую-то организацию отправьте пожилым людям, деткам, как угодно. Это будет вам очень сильно в плюс. Итак, мы не будем, конечно, чтобы вы смотрели, как будут догорать эти свечи. Они догорят, и я это все, этот обряд, этот ритуал доведу до конца. Вас всех обнимаю. Желаю счастья, здоровья, всех благ земных, мира, любви, гармонии. И, конечно, чтобы вы были всегда под защитой ангелов, хранителей, мироздания, да, и люди рядом были с вами, которые бы вас берегли и тоже защищали. Так что вот такой у нас сегодня прекрасный получился ритуал. Я отключаюсь, да, а вы, пожалуйста, 3 раза повторите. Сейчас я отправлю это видео, загружу его, выставлю и подпишу под видео вот те слова, что я говорила, чтобы вам было легче проговаривать снова и снова. Все, спасибо, дорогие мои, и с Богом вам. Пока-пока.